Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя, и это видео, по моему мнению, должно получиться таким познавательным, потому что я хочу сделать несколько сборок куба 3 на 3, затем показать медленно и рассказать то, как я загоняла, допустим, пары F2L, какие фингертриксы я использую на этапе OLL и PLL. Если вы делаете, допустим, как-то не так, то вы сможете перенять от меня такой опыт. В среднем я собираю где-то за секунд 17, но также у меня может получиться сборка за саб 14, допустим, или же, наоборот, за саб 20. Потому что я тоже человек, у меня тоже бывают затупы в сборках, какие-то локапы и так далее. И вы, в свою очередь, можете написать в комментариях то, как можно было бы загонять пары F2L, допустим, так, чтобы это было быстрее и удобнее, и тем самым это видео будет полезно не только для вас, но и для меня. Собирать я буду кубом Dayan Tengyun V2M, если что, обзор на него есть у меня на канале, и ссылочку я прикреплю внизу в комментариях. Меньше слов, больше дела, перейдем к сборкам. Я решила ограничиться лишь 5 рандомными сборками, поэтому вот первая из них. Вот так выглядит моя первая сборка за 16.79. Я держала красным на себя, желтым вверх. И первое, что заметила, это зелено-белое ребро. А также вот это ребро. И понимая то, что после красного идет зеленый, я сделала двойное движение D. После чего поставила красный ус на свое место. Синее ребро. Оранжевое. Опустила его вниз. И после чего опустила и зеленое тоже. Затем соединила все усы креста. Первая пара, которая мне попалась на глаза, была зелено-красная. Я подвела ребро к зеленому центру и трехходовкой соединила ее, после чего загнала. Вторая пара, которая попалась мне на глаза, стала сине-оранжевая. Я сделала перехват и точно так же, только уже зеркально, соединила эту пару, но затем загнала ее. Третья пара была у меня вот эта. Для начала я сделала движение U и перехват. Разъединила пару. Затем обратный перехват и движение U, хотя могла это сделать одновременно. Точно так же загнала трехходовкой ее. Ну и последняя пара была вот эта. Вот здесь. Я сделала двойной перехват. Очень много перехватов в этой сборке. Сначала отодвинула ребро, выгнала угол и двойным движением и перехватом загнала эту пару. Ну, после мне выпал OLL и вот такой PLL. Вторая сборка оказалась самой быстрой, за 11 секунд всего лишь. Я сразу заметила оранжевое и красное ребро напротив друг друга, плюс зеленое ребро здесь. То есть мне было бы удобно поставить их именно в таком порядке. Я развернула на себя желтой стороной и сделала движение средним слоем. Затем опустила зеленое ребро, плюс у меня уже стоят на своих местах вот эти ребра. Затем синее ребро мне нужно как-то поставить вот сюда. Я его вот такими движениями загнала на свое место. Ну а после просто соединила усы креста. Первая пара, которую я заметила, оказалась вот эта вот бабочка. Я ее сначала разъединила, сделала перехват и движение U-штрих, и трехходовкой загнала вот в этот слот. Затем мне попалась вот эта вот пара. Я могла ее сделать без перехвата вот так и загнать. Но я до этого не додумалась и сделала перехват, после чего соединила пару, снова перехват, и после чего загнала в задний слот эту пару. И заметив сразу красно-зеленую пару, я ее выгнала, разъединив тем самым. Потом поставила в выгодное мне положение, снова перехват, и в задний слой ее загнала. А последняя пара, она уже оказалась собранной, и мне просто опять нужно было сделать перехват и загнать ее. Хотя тут и можно было и без перехвата обойтись. После OLL и
этап PLL у меня скипнул, поэтому, наверное, так быстро и получилось. Третья сборка, она же самая длинная, она же та, в которой допущено очень много ошибок. Хотя у меня во всех сборках много ошибок, но тем не менее. Заметила я крест, что было, наверное, самым лучшим в этой сборке, в шахматном порядке. То есть вот здесь у нас красный и оранжевый, и вот здесь синий, который можно поставить вот сюда. Я сделала это первым делом, опустила оранжевое ребро, опустила синее ребро, и поняла, что у меня на своем месте стоит один красный ус, и загоном зеленого ребра я его никак не испорчу, не сдвину с места. Поэтому загнала зеленое ребро. И вернула все усы на свои места уже не в шахматном порядке. Затем загнала оставшийся ус. И после загнала свою первую пару. Это была оранжево-зеленая. Перехватом и трехходовкой. Затем, я не знаю, что происходило в моей голове, потому что следующее движение это вообще-то что-то странное. Я сделала U-штрих, а потом, как будто бы следующими движениями, вот такими, точнее, вот такими, можно подумать, что я буду загонять оранжево-синюю пару трехходовкой, все нормально. Но нет. Я, видимо, потерялась на этом моменте и нашла красно-зеленую пару. И вот где-то здесь ее уголочек. Я сделала U2, какие-то там перехваты, поставив куб в вот такое положение. И загнала эту пару в задний слот. Затем заметила бабочку, перехватом опять каким-то лишним, разъединила ее и загнала. А после... Точнее, не так, вот так. Я достала ребро и также его трехходовкой загнала. Затем у меня там OLL и PLL. Ну, в общем, сборка реально странная, но тем не менее, вот так я ее проанализировала. У нас на подходе предпоследняя сборка за 15-21. Здесь крест тоже был в шахматном порядке и, тоже достаточно выгодно поставлен. То есть я заметила сине-белое ребро, поставила его сразу на свое место, а красно-оранжевое уже, кстати, стоит на своем месте. Потом я поняла, что загнав красное ребро, я не разрушу вот это вот ребро. Загнала и триуса креста поставила на свое место уже не в шахматном порядке. Вернула бело-зеленое также на свое место. Первая пара, которую я заметила, стала точнее, зелено-оранжевая. Я ее разъединила. И вот такими перехватами загнала ее. Затем я заметила, немножечко, правда, долго подумав, я заметила вот это вот ребро и вот этот угол. Выгнала его, сопоставила с синим центром и загнала. И вот здесь я уже заметила готовую пару, которую загнала в задний слот вот сюда. Затем я сделала перехват, развернула вот этот угол, поставила его над ребром. И, наверное, это первое грамотное решение за вот эти 4 сборки. Я загнала его без всяких перехватов, выгонов на верхний слой. Просто вот взяла и нормально поставила на место. Это несложно. Просто вот так берете. И все. Пара загнана. Затем OLL и PLL. И, наконец, последняя сборка за 15-16. А здесь опять мой любимый крест в шахматном порядке. Я заметила оранжевое ребро на красной стороне, также красное ребро на оранжевой стороне.
поставила оранжевое ребро на место и поняла, что синее я смогу поставить, точнее выгнать сначала на первый слой за счет красно-белого ребра. Поэтому я его сначала поставила вот сюда, затем красное ребро на свое место. Кстати, зеленое стоит уже на своем месте. И поставила синее ребро на свое. Затем развернула весь крест правильно. И он у нас теперь собран. Первая пара, которую я заметила, оказалась зелено-красная. Я ее сначала поставила в выгодное положение. И тут без перехватов просто загнала ее трехходовкой. Затем у нас попалась бабочка. С помощью вот этого свободного слота я ее разоединила. И загнала в задний слот. После чего я заметила готовую уже зелено-оранжевую пару, но она у нас была первоначально, как бы. Как только я заскрамблила куб, эта пара уже была, но я ее не заметила. Поэтому сейчас я ее ставлю на свое место. И у нас остается одна пара, которую, кстати говоря, можно было вот так вот поставить, но это делать нужно лишние перехваты. И я поступила по примитивному, но зато не делала перехваты. Выгнала ребро на верхний слой. Сопоставила его с красным центром. За счет свободного слоя загнала, точнее соединила пару и загнала ее в свой слот. После у нас идет OLL и PLL. А на этом видео подходит к концу. Если оно хоть чуть-чуть было для вас полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал, потому что там выходят новости гораздо чаще, а также некоторые спойлеры к новым роликам. Всем хорошего настроения и до скорой встречи в новом видео.